Здравствуйте! Сегодня я буду писать пейзаж с красным домиком. Я уже затонировала лист бежевой гуашью, смешанной с акриловой краской, чтобы за кистью не тянулась растворенная гуашь. Сверху я прокрываю уже большие пятна гуашью, намечаю, где домик, где будут деревья на первом плане. Создаю вечернюю атмосферу, но на первом плане у меня такие большие пятна, синие, зеленые. Дальше появляется коричневый цвет. У меня такой уже есть замес, теплый коричневый. И я пишу им отражение в воде. Еще на переднем плане у меня будет куст такого теплого зеленого цвета. Сзади дома добавляю немного просвет между деревьями и домом. У меня будет там дырочка света, видно будет небо. В остальном листва, масса деревьев останутся такими целостными пятнами, без каких-либо просветов особенных. Это такой иллюстративный прием, писать массами, какими-то наклоненными линиями. Прорабатываю кистью по рисунку домик. Это он совсем там потерялся у меня. И отражение его в воде тоже. О цветах неба и воды в этой работе. У меня есть заранее разведенная гуашь, белила с флуоресцентной розовой краской. А также у меня есть ультрамарин с белилами. Этот цвет называется голубая небесная. А дальше я прорабатываю карандашами и восковыми мелками No Color 2. Я хотела задать вопрос тем, кто не имеет специального художественного образования, как вы компенсируете знания, как вы находите информацию. Берете ли вы любой урок, который там где-то находите бесплатно или платно, или же у вас есть какой-то определенный запрос на что-то. Там, например, хочу научиться писать в объеме то-то и то-то, и вы ищете. То есть какой у вас ход мыслей для того, чтобы продвигаться в живописи и рисунке? Я должна вам сказать, что нет ни одного художника, в том числе у которого есть художественное образование, который бы не искал свои ответы по собственным запросам, в плане того, что, допустим, у меня не очень классно получается писать портрет, но я к этому стремлюсь, я занимаюсь регулярно. Или же, если встает вопрос о композиции, я беру книги, занимаюсь разборами, думаю, как справиться с этой темой. То есть хочу сказать, что меня научили учиться самостоятельно развиваться. Но в то же время мне очень интересно послушать ваше мнение, как вы себя продвигаете. Потому что это может дать мне тоже информацию, как продвигаться самой. Еще хочу кое-что у вас спросить. Начинающий художник, который боится критики, который не доверяет людям вокруг и боится услышать что-либо о своем творчестве, как он может спустя годы увидеть себя в каком-то другом месте, чем сейчас, как он может за это время вырасти. Я не до конца это понимаю, объясните мне, если это возможно. Вот просто рисовать и без какой-то обратной связи, только рисовать.
Или возможен такой вариант, что человек получает удовольствие, и слава богу, и рисует себе одно и то же, и одно и то же. И вообще смотришь сквозь года, а там ну, ничего не появилось нового. Может быть, вы мне объясните, что это и зачем это нужно? Спасибо большое, что были со мной эти 5 минут. Мне очень важна обратная связь. Собственно, ради обратной связи существует этот канал. У меня есть еще Инстаграм и Телеграм. Приходите. Я стараюсь ответить всем, потому что мне интересно ваше мнение. Спасибо, до свидания, всего доброго, пока-пока.